История британского пассажирского лайнера «Атения». Британский пассажирский лайнер «Атения» 3 сентября 1939 года, всего через несколько часов после объявления правительством Соединенного Королевства войны Германии, подводная лодка Ю-30 под командованием обер-лейтенанта Фрица Юлиуса Лемпа потопила «Атению», приняв ее по ошибке за вспомогательный крейсер. «Атения» стала первым судном, потопленным немецкими подводными лодками во Второй мировой войне. Британский пассажирский лайнер «Атения» была построена на верфях компании в Гаване, Шотландия, в 1923 году. Заказчиком выступила компания Энка Дональдсон, предназначавшая лайнер для трансатлантических маршрутов между метрополией и Канадой. Большую часть своей карьеры «Атения» курсировала между Глазго или Ливерпулем, и Квебеком и Монреалем. Во время зимы она действовала как круизный лайнер. После 1935 года она перешла в собственность компании Donaldson Atlantic Line. «Атении» в длину 161 метр, ширина ее составляла 20 метров. Силуэт двухмачтовой и однотрубной «Атении» был типичен для лайнеров такого класса, построенных в период между двумя мировыми войнами. Лайнер мог перевозить 516 пассажиров в стандартных каютах и дополнительно 1000 в третьем классе. Два винта с приводом от паровых турбин позволяли развивать скорость до 15 узлов. 1 сентября 1939 года судно «Атения» под командованием капитана Джеймса Кука покинула Глазго и направилась в Монреаль через Ливерпуль и Белфаст. Она перевезла 1103 пассажира, в том числе около 500 еврейских беженцев, 469 канадцев, 311 граждан США и 72 подданных Великобритании, а также 315 членов экипажа. Несмотря на явные признаки того, что война разразится в любой день, она покинула Ливерпуль в 13 часов ровно 2 сентября, а вечером 3-го была в 60 110 километрах к югу от Рокала и в 370 километрах к северо-западу от Иништрахала, Ирландия, когда ее заметила немецкая подводная лодка Ю-30 около 16 часов 30 минут под командованием обер-лейтенанта Фрица Юлиуса Лемпа. Подводная лодка Ю-30 отслеживал Афину в течение 3 часов, пока, наконец, в 19 часов 40 минут, когда оба судна оказались между Рокалом и островом Тори, Лемп приказал запустить 2 торпеды. Один взрыв произошел на судне «Атенио» со стороны по машинном отделении, другой взрыв на кормовой лестнице, и судно начало оседать на корму. На сигнал бедствия «Атенио» приплыли различные суда, включая британский эсминец «Электро», американский танкер City of Flint, шведская яхта Southern Cross, норвежский сухогруз МС Кнут Нельсон, грузовой корабль «Город Флинт» и другие направились к месту атаки. Капитан «Электры» лейтенант-командир Сэмми Басс, старший из офицеров, принял на себя командование операцией. Вместе они спасли около 981 пассажира и экипаж. Немецкий лайнер СС «Бремен», следовавшего из Нью-Йорка до Мурманска, а также получил «Атения» сигнал бедствия, но проигнорировал его из-за избежания захвата англичанами в качестве приза войны. Грузовой корабль «Город Флинт» доставил 223 выживших в Галифакс, а Кнут Нельсон высадил 450 человек в Галуэе. Британское пассажирское судно «Афения» оставалось на плаву более 14 часов, пока, наконец, не затонуло кормой на следующее утро в 10 часов 40 минут. Из 1418 пассажиров на борту погибли 98 пассажиров и 19 членов экипажа. Многие погибли в машинном отделении и на кормовой лестнице, где попала торпеда. Британские экипажи были известны тем, что ставили жизни пассажиров выше собственных, и были искусно обучены, чтобы справляться с такими событиями. Тем не менее, около 50 человек погибли, когда одна из спасательных шлюпок,
была раздавлена грибным винтом грузовым судном Кнута Нельсона. Спасательная шлюпка номер 5 подошла к пустому танкеру и, вопреки совету, пришвартовалась за кормой спасательной шлюпки. Только 5 метров отделяли спасательную шлюпку от открытого грибного винта танкера. Как только спасательная шлюпка номер 12 была опустошена, она была брошена на произвол судьбы и начала тонуть. Об этом факте сообщили на мосту Кнут Нельсон. По какой-то причине телеграф командного двигателя корабля был тогда установлен на полную мощность, в результате чего спасательная шлюпка втянулась во вращающийся грибной винт. Вторая авария произошла около 5 часов ровно, когда спасательная шлюпка номер 8 перевернулась в волнующем море под кормой яхты «Южный Крест», в результате чего погибли 10 человек. 3 пассажиров погибли при попытке пересадки со спасательных шлюпок на эсминцы Королевского флота. Другие смертельные случаи были вызваны падением за борт Афинии и ее спасательных шлюпок, а также травмами. 54 погибших были канадцами и 28 были гражданами США, что вызвало опасения Германии, что инцидент приведет к войне США. Только после Нюрнбергского процесса после войны правда о подводной лодке, затопившей Афину, наконец стала известна. Потопление получило широкую огласку во всем англоязычном мире. На первых полосах многих газет были опубликованы фотографии потерянного корабля и заголовки об объявлении войны Великобританией. В газете Halifax Herald от 4 сентября 1939 года на первой полосе был размещен баннер с надписью «Лайнер Athenia торпедован и закончен», а в центре страницы «Империя в войне» крупным красным шрифтом. Канадская девочка, 10-летняя Маргарет Хейвард, была среди пострадавших и была одной из первых канадцев, погибших в результате действий врага. Газеты широко разрекламировали эту историю, провозгласив 10-летнюю жертву торпеда. Тысячи человек встретили поезд, который привез ее тело в Гамильтон, Онтарио, и были публичные похороны, на которых присутствовали мэр Гамильтона, городской совет, вице-губернатор Альберт Эдвард Мэтьюс, премьер-министр Митчел Хепберн и весь Онтарио. Когда гросс-адмирал Рёдер впервые услышал о затоплении Афин, он навел справки и получил ответ, что ни одна подводная лодка не находилась ближе, чем 121 километр к месту затопления. Поэтому он добросовестно сообщил временному поверенному в делах США, что ВМС Германии не несут ответственности. Когда 27 сентября подводная лодка Ю-30 вернулась в Вильгельмсхафен, Лемп сообщил адмиралу Дёницу, что он по ошибке потопил Афинию. Дёниц сразу же отправил Лемпа в Берлин, где он рассказал о случившемся Рёдеру. В свою очередь Рёдер доложил Гитлеру, который решил, что инцидент следует держать в секрете по политическим причинам. Рёдер отказался от военного трибунала фрица Юлиуса Лемпа, потому что он считал, что он сделал понятную ошибку, и журнал Ю-30, который видели многие люди, был изменен, чтобы подтвердить официальные опровержения. Месяц спустя Волкисчер Баубачтер, официальная газета нацистской партии, опубликовала статью, в которой обвиняет Великобританию в потере Афин и обвиняет Уинстона Черчилля, тогдашнего первого лорда Адмиралтейства, в потоплении корабля, чтобы настроить нейтральное мнение против Германии. Рёдер утверждал, что не знал об этом до публикации, и сказал, что если бы он знал об этом, он бы предотвратил его появление. В США 60% корреспондентов опроса Гэллопа считали, что ответственность за это несут немцы, несмотря на их первоначальные заявления о том, что судно «Афиния» была потоплена Великобританией в пропагандистских целях, и только 9% считали иначе. Некоторые противники интервенции призывали к сдержанности, в то же время выражая свое отвращение к потоплению. Баакхартер назвал это преступным деянием.
Некоторые не были полностью уверены в том, что Германия действительно виновата. Герберт Гувер выразил свои сомнения, сказав: «Это настолько плохая тактика, что я не могу поверить, что даже неуклюжие немцы сделают такое», в то время как сенатор от Северной Каролины Роберт Райс Рейнольдс отрицал, что у Германии был какой-либо мотив для потопления Афин. Только в январе 1946 года, во время дела против адмирала Рёдера на Нюрнбергском процессе, было зачитано заявление адмирала Дёница, в котором он наконец признал, что Афиния была торпедирована Ю-30 и что были приложены все усилия, чтобы скрыть это. Обер-лейтенанта Фрица Юлиуса Лемпа, который утверждал, что принял ее за вооруженный торговый крейсер, сделал первые шаги, чтобы скрыть факты, не сделав записи в журнале «Подводные лодки» и поклявшись хранить свою команду в секрете. При затоплении судна погибли 117 пассажиров и членов экипажа. Поскольку Атения была невооруженным пассажирским судном, атака нарушила Гаагские конвенции и Лондонский военно-морской договор 1930 года, который разрешал всем военным кораблям, включая подводные лодки, останавливаться и обыскивать торговые суда, но запрещал захват в качестве приза или затопления, если только судно не перевозило контрабанду или занимается военной деятельностью. Даже если это так и было решено потопить их корабль, требовалось, чтобы пассажиры и экипаж были доставлены в безопасное место в приоритетном порядке. Также игнорировались положения Лондонского морского договора 1936 года, не только запрещавшие подобные действия, но и гарантировавшие безопасность мирного судоходства. Хотя Германия не подписывала договор 1930 года, правила присуждения премии 1936 года, связывающие их военно-морских командиров, копировали большинство его ограничений. Фрица Юлиуса Лемп из подлодки Ю-30 ничего из этого не сделал, вместо этого предпочел стрелять без предупреждения. В 2017 году океанограф и морской археолог Дэвид Мирнс обнаружил затонувшее судно на глубине 200 метров, которое, по его мнению, является Афиной. Мирнс обнаружил затонувший корабль на берегу Рокл-Бэнк, используя изображения сонара, которые были сканированы геологической службой Ирландии для составления карты морского дна. Он заявил: «Могу ли я пойти в суд и сказать, 100% это Афиния? Нет. Но, исключая фотографию, я могу сказать, что, по моему экспертному мнению, очень высока вероятность, что это Афиния. Все подходит».